Есть такая профессия водитель автобуса. Эти люди каждый день выполняют свои профессиональные обязанности, возят пассажиров. Они знают свой маршрут до каждой ямы, до каждого кустика. Поэтому опытные профессионалы сразу замечают, если на маршруте происходит что-то необычное. Хочу поделиться с вами интересной историей, которая произошла несколько лет назад с водителем автобуса и лабрадором. Однажды водитель совершал свой последний рейс, все было как обычно. Майк водитель с большим стажем, его сложно чем-то удивить, он насмотрелся всякого на маршруте. Водитель обратил внимание на мужчину, который шел по обочине, на довольно пустом участке. Мужчина выгуливал собаку на совершенно неподходящем месте для выгула. Незнакомец не вел, а тянул лабрадора. Майк заподозрил что-то неладное. До остановки было еще далеко, но водитель остановился и предложил незнакомцу подвезти его и собаку. Мужчина на удивление с радостью принял предложение водителя автобуса. Не прошло и 10 минут, как хозяин лабрадора начал вести беседу с Майком. Мужчина жаловался, что пес ему надоел и предложил водителю автобуса приобрести собаку. Майк опешил от неожиданного предложения. Потом водитель остановил автобус и прошел в салон. Быстро взял лабрадора за ошейник и сам, не хуже заправского бульдога, зарычал на мужчину: «Эй, а ну-ка назови кличку собаки, живо!» Нежданный пассажир смешался, сник, назвал сразу несколько кличек невпопад. Майк тем временем глянул на ошейник, из него явственно следовало, что пса звали Купер. Майк выставил незнакомца из автобуса, а пса оставил. Пассажиры поддержали решение водителя. После завершения рабочей смены водитель отвез собаку в полицию. Оказывается, хозяева уже искали своего любимца в социальных сетях. Они думали, что пес потерялся. Так, благодаря неравнодушному водителю автобуса, Купер вернулся домой. Хозяева встретились с Майком и поблагодарили его за Купера. Мир не без добрых людей, эта история яркий пример этому. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал.